Профессиональные лиги силового экстрима при поддержке Федерации силового экстрима и телеканал «Спорт» представляют серию передач «Самый сильный человек». Мы с вами в Южной Корее, в гостеприимном городе Гумсан, где 24 атлета из разных стран приехали сюда, чтобы побороться за звание самого сильного человека в мире. Атлеты разбиты на 6 подгрупп. Сегодня мы вам покажем квалификационные соревнования первой и второй подгруппы. Состав первой подгруппы. Литовский атлет Витас Брикайтис, украинский спортсмен Владимир Муравлев, россиянин Михаил Кокляев и латыш Агрис Казельникс. Лишь двое из них выйдут в финал и продолжат борьбу за звание самого сильного человека в мире. Открывать квалификацию будет Владимир Муравлев из Украины. Дистанция, по которой нужно протянуть 32-тонный автобус, равна 25 метрам. Упражнение невероятно сложное, поскольку дистанция располагается под небольшим наклоном, и атлетам придется тянуть многотонный автобус в горку. Чаще всего в этом упражнении основные усилия атлетам нужно прикладывать во время старта, чтобы сдвинуть автобус с места. Затем атлеты подтаскивают автобус к финишу, используя свои силы и возможность автомобиля двигаться по инерции. Из-за того, что дистанция расположена под небольшим наклоном, участникам каждый раз придется заново срывать с места 32-тонный автобус. К тому же на середине дистанции есть белая окружность, которая находится на небольшом возвышении, что будет составлять еще одну проблему для спортсменов. Очень хорошо зарекомендовал себя Муравлев на прошедшем командном чемпионате мира, и мы видим, как сейчас мучительно тяжело дается это упражнение украинскому спортсмену. Лишь 14 метров и 30 сантиметров протянул автобус Владимир Муравлев. Он явно раздосадован результатом. Следующим по жребию будет выступать российский атлет Михаил Кокляев. Пока Михаил готовился к упражнению, на заднем плане был виден экран с изображением корня женьшеня. Существует легенда, что корень жизни впервые открыли именно здесь, в местечке Гумсан. Ежегодно здесь устраиваются международные ярмарки по продаже корня этого удивительного растения. Нынешний чемпионат мира по силовому экстриму проходит в рамках очередного женьшеневого фестиваля. Что же касается собственного выступления Михаила Кокляева, то он столкнулся с теми же сложностями, что и Владимир Муравлев, хотя у него получается все значительно лучше. Автобус благополучно проходит возвышенность на середине дистанции. Устал бороться Михаил с многотонной махиной, и он останавливается на результате 21 метр 23 сантиметра. На старте атлет из Латвии Агрис Казельникс. Агрис Казельникс – воспитанник известного латышского силача Раймонса Бергманиса. Любители силового экстрима хорошо помнят Бергманиса по его ярким выступлениям в международных турнирах. Здесь, на чемпионате мира, Раймонс Бергманис выступает в качестве судьи. Пока что Агрис Казельникс не самый именитый спортсмен, но он прикладывает титанические усилия, чтобы быть достойным своего наставника.
10 метров 18 сантиметров – скромный результат атлеты из Латвии. Возмущение его можно понять, ведь организаторы должны были продумать условия упражнения таким образом, чтобы не создавать дополнительные сложности атлетам. Литовец Видас Бликайтис будет завершать это упражнение. На этот чемпионат мира прошли отбор 3 атлета из Литвы – Видас Бликайтис, Саулис Брусокас и Жидрунас Савицкас. Конечно же, бесспорный лидер в этой троице – Жидрунас Савицкас, но Видас Бликайтис твердо занимает 2-ю ступень в табеле о рангах литовского силового экстрима. Несомненно, как и наш Михаил Кокляев, Бликайтис принадлежит к фаворитам первой подгруппы. Но и ему тяга автобуса дается чрезвычайно тяжело. Бликайтис делает единственно возможное – рывками приближает к себе 32-тонный автобус, пока Михаил Кокляев сумел дальше всех в подгруппе протянуть эту громадину на 21 метр. Бликайтис наматывает канат на руку, но это не сильно помогает атлету. Все. 15 метров 92 сантиметра – результат литовского атлета. По результатам тяги автобуса на первом месте Михаил Кокляев, на втором Видас Бликайтис, третий результат у Владимира Муравлева, четвертый у Агриса Козельникса. Открывать упражнение «Мертвая тяга» будут Владимир Муравлев из Украины и Агрис Козельникс из Латвии. За отведенное время атлетам нужно поднять штангу весом 320 килограммов максимальное количество раз. 라타비아 월드 챔피언입니다. 과연 320kg. Козельникс быстрее соперника фиксирует первый подъем, но Муравлев догоняет его. Второй повтор засчитан латышскому атлету. Счет сравнялся, а затем лидерство переходит к спортсмену из Украины. 3, 2. Владимир Муравлев покидает площадку, в то время как Агрис Козельникс успевает сделать третий повтор. Почему Владимир без видимых причин отказался от дальнейшей борьбы, мы, вероятно, узнаем чуть позже. А пока посмотрим сольное выступление латышского атлета. 320 килограммов у него в руках, и с трудом он фиксирует четвертый повтор. Раймонс Бергманис подсказывает Агрису, сколько времени осталось у него до конца упражнения. Есть пятый повтор, и на этом Агрис заканчивает свое выступление. Ведущий Магнус Вер Магнусон спрашивает Владимира, что помешало ему выступить. Да, это, в принципе, коронное мое упражнение, можно так сказать. Но я на чемпионате мира на командном и в Литве сильно очень травмировался, и вот 2 недели лечился. Ну, немножко не долечился, но дала о себе знать травма. А так, конечно, тянуть можно было, нормально.
А на старт уже выходит Видас Бликатис из Литвы и наш богатырь Михаил Кокляев. 김박감과 김정은 Время пошло, и почти синхронно был выполнен атлетами первый повтор. Ни доли секунды не уступают друг другу соперники. 2-2. Почти одновременно выполнили третий повтор. Вот уже 4 повтора на счету у атлетов. Очередные 320 килограммов были только что подняты. И вот новая, успешная для обоих спортсменов попытка. Бликатис на пределе сил вырывается вперед, но Кокляев тут же догоняет его. 7-7. Восьмой повтор Михаила Кокляева и тактическое выжидание. Будет ли сравнивать счет Бликатис? Все правильно рассчитал Михаил, и за ним остается преимущество в один повтор. Он побеждает при счете 9-8. Лучший результат в упражнении «Мертвая тяга» у Михаила Кокляева, на втором месте Видас Бликатис, третий результат у Козельникса. По результатам двух упражнений лидирует в подгруппе Михаил Кокляев, на втором месте Видас Бликатис, третье место поделили Козельникс и Муравлев. Когда любуешься на красоту окрестностей Гумсана, на память приходят стихи древних корейских поэтов. Тень облаков и отблеск неба переплелись и в воду погрузились, так что резвящаяся в озере рыбешка как будто бы плывет над облаками. Но вернемся на турнир, где Владимир Муравлев уже готовится к следующему упражнению. Упражнение называется «Карусель Конана». Конструкция весит 300 килограммов. Атлету нужно поднять карусель за гриф и пройти вместе с ней на максимальное расстояние. Не справился с задачей украинский атлет. Результат Владимира всего 5 метров 60 сантиметров. Видимо, опять сказалась травма. Агрис Козельникс выходит на старт. Четырех очаровательных корейских девушек будет катать на карусели спортсмен из Латвии. Пока что он на третьем месте в общем зачете, и от выступления в этом упражнении зависит возможность выхода Козельникса в финал чемпионата мира. Ведь в каждой подгруппе только 2 атлета, набравших больше всего баллов, пройдут квалификационный отбор в финал. Почти круг прошел Агрис Козельникс, прежде чем остановиться. Его результат 33 метра 22 сантиметра. А на площадку уже выходит Видас Бликатис.
300 килограммов на локтевых сгибах – это как бы и не вес для атлета из Литвы. Позади полный круг, а Бликайтис только ускоряется. Он уже лидер подгруппы в этом упражнении. Как секундная стрелка вращается гриф карусели. И солидный результат. 57 метров 93 сантиметра в зачете у Видаса Бликайтиса. Теперь слово за Михаилом Кокляевым. Непростую задачу поставил перед Михаилом Видас Бликайтис. Теперь для того, чтобы победить Михаилу, нужно пронести конструкцию на 58 метров. При всей своей хрупкости красавица на руках у Михаила вместе с железом карусели весит 300 килограммов. Но, несмотря на такую нагрузку, Кокляев почти бежит по кругу и не сбавляет темпа. Первый круг завершен, и Кокляев продолжает движение по дистанции. Улучшает результат Бликайтиса Михаил и останавливается на 62 метрах 53 сантиметров. Ведущий поздравляет Кокляева с победой, на что Михаил говорит, что это не победа. Это скорее некий промежуточный успех, которого удалось добиться с помощью тактических приемов. Это всего лишь отборочные упражнения. Тем не менее, Михаил всегда рад встрече со своими соперниками и, конечно, с Магнусом Вер Магнусом. По результатам упражнения «Карусель Конона» на первом месте Михаил Кокляев, на втором Видас Бликайтис, на третьем Агрис Козельникс. После 3 упражнений Михаил Кокляев лидирует в общем зачете и уже обеспечил себе выход в финал чемпионата мира. Продолжает турнир упражнение «Подъем бревна на максимальный вес». В первой попытке Агрис Козельникс и Владимир Муравлев справились с весом в 140 килограммов. Теперь вес снаряда 150 килограммов. Владимир Муравлев не сумел удержать бревно, и попытка ему не засчитана. Козельникс не уходит с площадки и старается помочь своему сопернику справиться с заданием. Совсем чуть-чуть не хватило Владимиру Муравлеву до фиксации снаряда над головой. Неудача. Лишь 140 килограммов засчитаны украинскому атлету. А к старту готовятся Видас Бликайтис и Михаил Кокляев. Атлеты миновали начальные веса, и теперь у них идет соперничество с бревнами в 165 килограммов. Вслед за Бликайтисом Кокляев поднимает заявленный вес, и на этом поединок останавливается. Агрис Козельникс решил попробовать свои силы со снарядом в 165 килограммов. Засчитана попытка атлету из Латвии. Михаил Кокляев приступает к подъему бревна 170 килограммов.
С легкостью преодолевает весовой рубеж в 170 килограммов Михаил Кокляев. И на этой мажорной ноте прекращает свое выступление. Видас Блекатис решил увеличить вес снаряда до 180 килограммов. Даже если Блекатис сможет поднять этот вес, на расположение мест в общей турнирной таблице это никак не скажется. Но, видимо, для Видаса принципиально поднять 180-килограммовое бревно. Попытка засчитана и, понятна, бурная радость литовского атлета. Он победил в этом упражнении. Первое место в упражнении бревно у Видаса Блекатиса, второй результат у Михаила Кокляева, на третьем месте Агрис Козельникс. После 4 упражнений квалификации Михаил Кокляев и Видас Блекатис досрочно обеспечивают себе выход в финал чемпионата мира. Главный рефери состязания, доктор Даглас Эдмундсон, готовится к судейству заключительной дисциплины квалификации первой подгруппы погрузки мешков. На старте Владимир Муравлев и Агрис Козельникс. Вес мешков 110 килограммов. Их нужно пронести по 15-метровой дистанции и погрузить на платформу. Это последнее испытание для атлетов из первой подгруппы, и они понимают, что не смогут догнать лидеров – Кокляева и Блекатиса. После первого погруженного мешка Муравлев и Козельникс решили не тратить сил на дальнейшую борьбу и заканчивают выступление. Турнир для латышского и украинского атлетов завершен, и теперь нам остается посмотреть выступление лидеров первой подгруппы Видаса Блекатиса и Михаила Кокляева. Оба атлета уже обеспечили себе выход в финал и могли бы, в принципе, не выступать в этом упражнении. Но заключительной дисциплиной финала должна быть эстафета, в которой атлетам нужно будет пронести такой же мешок по дистанции 25 метров. И сейчас атлеты приноравливаются к мешкам, приобретают опыт переноса такого неудобного снаряда. Спешите, ребятам, некуда, ведь от того, насколько быстро справятся они с заданием, ничего для них уже не изменится. Обоим атлетам осталось справиться с последним мешком. Ну что ж, квалификация для первой подгруппы закончена, и мы можем поздравить Михаила Кокляева с выходом в финал. Четырехкратный чемпион мира по силовому экстриму Магнус Верр Магнуссон поздравляет литовского и российского атлета с тем, что они первыми вышли в финал. На что Миша отвечает ему песней. По результатам упражнения погрузка мешков на первом месте Михаил Кокляев, второй результат у Видаса Блекатиса, на третьем месте Владимир Муравлев. По результатам квалификации первой подгруппы в финал выходят Михаил Кокляев и Видас Блекатис. Агрис Козельникс и Владимир Муравлев выходят из турнирной борьбы. А мы с вами сейчас посмотрим, как прошла квалификация второй подгруппы. Участники чемпионата мира подразделены на 6 подгрупп. Для каждой подгруппы подготовлены свои испытания, по результатам которых отберутся финалисты чемпионата мира. Во вторую подгруппу вошли англичанин Майк Холдинг, американец Дерек Паундстоун, голландец Ярно Хармс и исландец Георг Огмундсон.
Двое из этих атлетов получат шанс бороться за звание самого сильного человека в мире. И кто это будет, мы сейчас с вами узнаем. Такое доброе напутствие получил Георг Огмунсон от своего соотечественника перед упражнением «Мертвая тяга». Его соперником будет американец Дерек Паунстон. По условиям упражнения, за отведенное время атлетам нужно поднять штангу весом 320 килограммов максимальное количество раз. Не теряя времени, Дерек Паунстон сразу приступил к упражнению, а у Георга Огмунсона возникли затруднения. 3 повтора на счету Дерека Паунстона, в то время как его соперник не смог пока ни разу поднять штангу. Пятый повтор засчитан Дереку, а Георгу 320 килограммов оказались не по силам. (6:0) в пользу американского атлета. Паунстон спрашивает у судьи, сколько времени у него остается до конца упражнения. Видимо, рассчитывает успеть сделать 7-й повтор. Обескуражен Георг Огмунсон. Год назад на чемпионате мира в Исландии он в упражнении дедлифт смог 1 раз вытянуть штангу, а сейчас он не смог даже повторить свой прошлогодний результат. Время закончилось, и результат этой дуэли 6:0 в пользу Дерека Паунстона. Следующими на помост выходят англичанин Майк Холдинг и голландец Ярно Хармс. По сигналу арбитра оба атлета приступили к упражнению. Голландец Ярно Хармс вырывается вперед, и теперь он задает тон в этой паре. С преимуществом в 1 повтор идет Ярно Хармс. Не может его догнать Майк Холдинг. (6:4) становится счет в пользу Ярно Хармса. Он повторил результат Дерека Паунстона. Майк Холдинг останавливается на 4 повторах, а Ярно Хармс, видимо, готовится выйти в лидеры подгруппы. Нет. На 6 повторах голландец завершает выступление. По результатам упражнения «Мертвая тяга» 1-е и 2-е место делят Дерек Паунстон и Ярно Хармс, а на 3-м месте Майк Холдинг. Глава Федерации сильнейших атлетов мира AFCA Кристиан Финель вместе с президентом Федерации сильнейших атлетов Америки Дайан Весселс внимательно следят за результатами квалификационной турнирной борьбы. Георг Огмунсон и Майк Холдинг готовятся к старту в следующем упражнении. По условиям упражнения атлетам нужно пронести коромысло весом 420 килограммов по 30-метровой дистанции. Несколько метров пронес коромыслом Майк Холдинг, делает небольшую остановку и продолжает путь с 420-килограммовым грузом на плечах.
Воспользовавшись остановкой Георга Огмундсона, Майк Холдинг опережает соперника. Вновь остановка у исландского атлета, а Холдинг заканчивает выступление, уложившись в 38,6 секунды. 5,5 секунд уступил сопернику Георг Огмундсон. Тяжелая задача стояла перед атлетами, но они с ней справились. Завершать это упражнение будут Ярнар Хармс и Дерек Паундстоун. Дерек Паундстоун буквально бежит по дистанции. Справедливости ради, нужно сказать, что периодически Дерек волочит коромысло по площадке, но судьи, как я понимаю, считают эти отрезки пути незначительными и закрывают на это глаза. Тяжело дается Ярну Хармсу это упражнение. 25,62 секунды. Отличное время показывает Дерек Паундстоун. Волочит последние метры коромысла Ярна Хармс, и его результат 34,9 секунды. Дистанция пройдена, и теперь Ярна Хармс просит помочь ассистентов разбинтовать ему колени. По результатам упражнения коромысла на первом месте Дерек Паундстоун, на втором Ярна Хармс, на третьем Майк Холдинг. После двух упражнений во второй подгруппе лидирует Дерек Паундстоун, на втором месте Ярна Хармс, на третьем Майк Холдинг. Открывать упражнение погрузка блоков будет Георг Огмундсон. Упражнение выполняется на время. Атлетам нужно загрузить алюминиевые блоки весом 115, 125, 135 и 145 килограммов на тумбы. В зависимости от веса блоки отдалены от тумб на разное расстояние, и для начала атлету нужно пронести снаряд по дистанции и только потом приступить к погрузке. Победителем будет считаться тот спортсмен, который справится с заданием быстрее других. Георг Огмундсон успешно справился с двумя блоками, и теперь на очереди у него снаряды весом 135 и 145 килограммов. 135 килограммов преодолены, и остался последний, самый тяжелый блок. Задача выполнена, и время атлета 49,78 секунды. Следующим на старт выходит англичанин Майк Холдинг. Стремительно стартовал Майк Холдинг и старается не сбавлять темпа. Залогом успеха английского атлета в этом упражнении может стать только скорость. Два блока уже в зачете у Майка Холдинга, и пока он выступает быстрее своего соперника из Исландии. В одно движение погрузил Майк и третий блок на тумбу. А вот 145-килограммовый снаряд притормозил английского атлета. Только со второй попытки удалось ему справиться с последним снарядом. 53,48 секунды время Майка Холдинга. На помост выходит голландец Ярна Хармс.
Играючи справился с первыми двумя блоками Ярне Хармс. Пока время Ярне Хармса лучше, чем у стартовавших до него спортсменов. Не смог в одно движение закончить упражнение Ярне Хармс. Он роняет блок и хватается за руку. Видимо, судорога свела мышцы, и поэтому Хармс заканчивает выступление на 3 блоках. Я уже не раз говорил о том, что в силовом экстриме все атлеты соперники только на помосте, а в жизни атлеты дружат и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Дерек Паундстоун будет завершать это упражнение. По результатам предыдущих упражнений Дерек Паундстоун лидер второй подгруппы и опережает Ярне Хармса на 1 балл. Четко и быстро выполняет Паундстоун упражнения. Чуть меньше 30 секунд затратил Дерек на погрузку 3 блоков, и теперь все решит последний 145-килограммовый алюминиевый снаряд. 40,10 секунды время Дерека Паундстоуна. В третьем упражнении быстрее своих соперников был Дерек Паундстоун, второй результат у Огбунсона, а третий у Майка Холдинга. По результатам 3 упражнений Дерек Паундстоун оторвался по баллам от соперников, а вот судьба второй путевки в финал определится в следующих упражнениях. Давайте отвлечемся от соревнований и еще раз полюбуемся живописными окрестностями Гумсана. Продолжает квалификацию второй подгруппы упражнения эстафета. Ярне Хармс первым будет проходить эстафету, которая разбита на 4 части. Для начала атлетам нужно поднять на вытянутых руках над головой 100-килограммовый мешок. На втором этапе атлетам нужно поднять над головой алюминиевый блок весом 115 килограммов. Вес засчитан судьями, и теперь Ярне Хармс может приступать к подъему Аполлона Акселя, вес которого 155 килограммов. Первая попытка неудачна, но Ярне Хармс не сдается. Вторая попытка засчитана, и теперь Ярне Хармсу остается поднять бревно весом 160 килограммов. Есть! За 1 минуту 1,22 секунды прошел эстафету Ярне Хармс.
Следующим выступал исландец Георг Огмундсон. Он легко справился со 100-килограммовым мешком, а остальные этапы эстафеты оказались для него слишком сложными. Также сложилось выступление англичанина Майка Холдинга, который тоже справился лишь с первым этапом эстафеты. Следующим будет стартовать американский атлет Дерек Паундстоун. С небольшой шероховатостью началось выступление американца. Но мешок поднят и попытка защиты. Теперь на очереди коварный алюминиевый блок, который остановил выступление Майка Холдинга и Георга Огмундсона. Спокойно справился со 115 килограммами Дерек Паундстоун. Теперь на очереди у него Аполлон Аксель. Без видимых усилий проходит американец и этот этап эстафеты. Теперь остается поднять бревно весом 160 килограммов. Переоценил свою выносливость Дерек Паундстоун, и теперь ему приходится собираться с силами для новой попытки. Американский атлет завершает выступление с результатом 1 минута 1,84 секунды. Быстрее всех справился с заданием эстафеты Ярне Хармс. Немного уступил ему Дерек Паундстоун. По результатам 4 упражнений во второй подгруппе продолжает лидировать Дерек Паундстоун. Вторую путевку в финал получает Ярне Хармс. Георг Огмундсон и Майк Холдинг готовятся к еще одной эстафете. Майк Холдинг и Георг Огмундсон должны будут сначала принести по 30-метровой дистанции щиты весом 180 килограммов, а потом баллоны весом 140 килограммов каждый. Англичанин стремительно вырвался вперед, оставив далеко позади исландского атлета. Майк Холдинг завершил первый этап и приступает к фермерской прогулке с баллонами весом в 140 килограммов каждый. Георг Огмундсон набирает скорость. Всего в нескольких метрах от финиша останавливается Майк Холдинг. В это время Георг Огмундсон, воспользовавшись остановкой соперника, финиширует первым в этой паре. 44,6 секунды время исландского атлета. Раздосадованный Майк Холдинг финиширует за 52,31 секунды. Несмотря на отчаянную борьбу, турнир для обоих атлетов уже завершен. А на старт выходят лидеры подгруппы голландец Ярне Хармс и американец Дерек Паундстоун. Ярне Хармс и Дерек Паундстоун выполняют эстафету, что называется, для протокола. У обоих набрано достаточное количество баллов, так что последнее упражнение – чистая формальность для них. Впереди, тем не менее, Дерек Паундстоун. Оба атлета решают не тратить силы на фермерскую прогулку во второй части эстафеты. Ярне Хармс на радость зрителям делает колесо, празднуя свой досрочный выход в финал чемпионата мира. 자, 무슨 일이죠? 일단 준비 차리고 있다고.
Ведущий турнира Магнус Верр Магнуссон, поздравив обоих атлетов с победой, говорит, что ему очень понравился акробатический танец Ярны Хармс. На что голландец говорит, что крутил колесо для своих друзей, надеясь, что те увидят его выступление по телевидению. Тогда Магнус Верр Магнуссон обращается к Дереку Паунстону с вопросом о том, какие особые надежды американский спортсмен возлагает на выступление в финале чемпионата мира. На что Дерек Паунстон говорит, что надежды у него самые честолюбивые. Как это ни странно, но у него все получается. Еще в прошлом году он был дебютантом, новичком в силовом экстриме, зато сейчас он уже в финале чемпионата мира. Имея за плечами лишь опыт выступления в американской сборной, сейчас Паунстон выступает сам за себя и готов показать на турнире все, на что способен. По результатам эстафеты впереди Георг Огмунсон. На втором месте Майк Холдинг. Третье и четвертое место делят Дерек Паунстоун и Ярно Хармс. По результатам 5 упражнений во второй подгруппе в финал выходят Дерек Паунстоун и Ярно Хармс. Итак, определились еще 2 финалиста. Вместе с Михаилом Кокляевым и Видасом Бликайтисом мы увидим в финале в борьбе за звание самого сильного человека в мире Дерека Паунстона и Ярна Хармса. Но остались еще 4 подгруппы, где финалисты не определены. В следующей программе мы с вами увидим квалификационные выступления 3-й и 4-й подгруппы. Определятся фамилии еще 4 финалистов. Не пропустите это незабываемое зрелище. Профессиональная лига силового экстрима при поддержке Федерации силового экстрима России и телеканал «Спорт» представляют серию передач «Самый сильный человек». Мы с вами на родине Женьшеня, в гостеприимном южнокорейском городе Гумсан. 24 атлета из разных стран приехали сюда на чемпионат мира по силовому экстриму, чтобы побороться за звание самого сильного человека в мире. Сегодня мы вам покажем отборочные соревнования в 3-й и 4-й подгруппе. В состав 3-й подгруппы вошли эстонец Андрус Муромец и 3 американских атлета – Ван Хатфилд, Ник Пест, Мэтт Вонат. Только 2 из них пройдут отбор в финал, и кто это будет, мы узнаем прямо сейчас. Открывает квалификацию упражнение тяга автобуса, и первым стартовать будет американец Ван Хатфилд. «32 тонны предстоит протянуть по дистанции в 25 метров американскому атлету. Зрители, которые смотрели нашу предыдущую программу, помнят, с какими трудностями сталкиваются атлеты при выполнении этого упражнения. Дело в том, что дистанция располагается под небольшим наклоном, и атлетам приходится втягивать 32-тонную махину в горку. А разогнать автобус, задать ему движение по инерции практически невозможно. Ван Хатфилд, как и все, кто выполнял это упражнение до него, раз за разом срывает автобус с места, подтягивая его к себе. Силы постепенно оставляют Ван Хатфилда, хотя совсем немного остается ему до финишной черты. Время, отведенное на упражнение, вышло, и всего 2 метров не хватило Ван Хатфилду до финиша. Его результат 22 метра 63 сантиметра. Следующим мы видим на старте эстонского атлета Андруса Муромца.
Муромец пришел в силовой экстрим из тяжелой атлетики, но популярность и известность принесли ему не победы на тяжелоатлетическом помосте, а феноменальная сила хвата. Муромец не раз показывал рекордные результаты в таких упражнениях, как Тимбер-Керри, фермерская прогулка, арм-фарм, и мы можем ожидать от него яркого выступления в этом упражнении. Сейчас эстонский атлет демонстрирует невероятную силу, выносливость и совершенно особую технику. Ни на долю секунды не снижает темп Андрус Муромец, и ему удается разогнать многотонный автобус, несмотря на все сложности дистанции. Невероятно! За 57,78 секунды выполнил упражнение Андрус Муромец. Он первый, кому удалось дотянуть автобус до финиша. Продолжать выступление будет американский атлет Мэтт Вонат. Мэтт Вонат только что видел выступление своих соперников и может сделать выводы, какая тактика и техника может помочь ему победить в этом упражнении. Чуть больше половины дистанции протащил автобус Мэтт Вонат. До финиша еще очень далеко, а силы американского атлета, похоже, на исходе. Звучит свисток арбитра, и результат Мэтта Воната 17 метров 78 сантиметров. Последним выходит стартовать американец Ник Бест. Ник Бест избрал победную тактику, знакомую нам по выступлению Андрусу Муромца. Мы вновь видим, как один за другим быстро чередуются короткие и резкие рывки. Если так дело пойдет и дальше, то Ник сможет протащить 32 тонны до финишной черты быстрее атлета из Эстонии. Всего пару метров отделяют Ника Беста от финиша, но сдвинуть вновь автобус он уже не в силах. Результат Ника Беста 23 метра 12 сантиметров. Первое квалификационное упражнение в третьей подгруппе на этом завершено.
Единственный смог дотянуть до финиша автобус Андрюс Муромец. На втором месте Ник Бест, на третьем Ван Хатфилд, а на четвертом Мэтт Вонат. Ван Хатфилд и Мэтт Вонат готовятся к выступлению в упражнении коромысла. Коромысло весит 410 килограммов, атлеты должны пронести его по 30-метровой дистанции. Ван Хатфилд взял хороший старт и маленькими шажками, постепенно ускоряясь, движется к финишу, что нельзя сказать о его сопернике. Мэтт Вонат заметно отстает. На середине дистанции Мэтт Вонат делает остановку. Закончил упражнение Ван Хатфилд, а результат американского атлета 24,57 секунды. Нашел в себе силы закончить упражнение Мэтт Вонат. Его время 42,73 секунды. А к старту уже готовятся Ник Бест и Андрюс Муромец. По результатам предыдущего упражнения оба спортсмена лидируют в подгруппе. Сейчас мы увидим, сумеют ли они подтвердить свое лидерство. Очень резво стартовал Ник Бест. Андрюс Муромец идет по-эстонски основательно, не прибавляя скорости. Может быть, надеясь, что слишком быстро американец выдохнется к концу пути. Но Ник Бест уверен в своих силах. Все 30 метров он не идет, а бежит прямехонько к финишу. Результат Ника Беста 19,85 секунды. На 2 секунды медленнее своего соперника финишировал Андрюс Муромец. Его время 21,63 секунды. По результатам упражнения коромысла впереди Ник Бест, на втором месте Андрюс Муромец, на третьем Ван Хатфилд, а на четвертом Мэтт Вонат. После 2 упражнений Андрюс Муромец и Ник Бест поделили первое место. На третьем Ван Хатфилд, на четвертом Мэтт Вонат. Удачно начал следующее упражнение Мэтт Вонат. Лишь 3 блока сумел погрузить он на тумбы. И теперь мы видим с вами на старте Ван Хатфилд. Задача атлетов состоит в том, чтобы последовательно погрузить на тумбы алюминиевые блоки весом 115, 125, 135 и 145 килограммов. В зависимости от веса блоки находятся на разных расстояниях от тумб, так что атлетам нужно вначале поднести снаряд к тумбе и только потом приступать к погрузке. Упражнение выполняется на время, и тот атлет, который сможет быстрее других загрузить все 4 блока, станет победителем. Ван Хатфилд успешно справился с первыми 2 блоками, и теперь в его руках 135-килограммовый снаряд. 3-й блок на платформе. Как мы только что видели, именно на этом весе закончил свое выступление Мэтт Вонат. Но Ван Хатфилд явно полон решимости выполнить упражнение до конца. (50,6 секунды) время американского атлета. Вполне приличный результат. На площадку выходит Андрюс Муромец. Эстонский атлет быстро справился с первым блоком и, не сбавляя темпа, переходит к блоку весом 125 килограммов.
Второй блок на тумбе, и теперь очередь за 135 килограммами. Пока время Андрюсу лучше, чем у Ван Хатфилда. Короткий проход и 145 килограммов на тумбе. Блестящий результат показал эстонский атлет, уложившись в 43,48 секунды. Завершать упражнение будет Ник Бест. По результатам первых двух упражнений у Ника Беста и Андрюса Муромца одинаковое количество баллов в общем зачете. Практически на пятки им наступает Ван Хатфилд, и теперь каждое упражнение может стать решающим в определении судьбы двух путевок в финал. Досадная ошибка. В спорте, как в армии, все надо делать быстро, но не спеша. Тем не менее, справляется со вторым блоком американский атлет. Упущенные драгоценные секунды, и теперь Нику Бесту вряд ли удастся достичь результата Андрюса Муромца. Слишком торопится Ник Бест, и это влечет за собой новые ошибки. Похоже, потянул мышцы руки Ник Бест. Из-за травмы американский атлет вынужден остановить свое выступление, и в зачете у него лишь 2 блока. По результатам упражнения впереди Андрюс Муромец, на втором месте Ван Хатфилд, на третьем Мэтт Вонот, а на четвертом Ник Бест. По результатам, после 3 упражнений, в третьей подгруппе лидирует Андрюс Муромец, на втором месте Ник Бест, на третьем Ван Хатфилд. Давайте отвлечемся от напряженной турнирной борьбы и на несколько минут погрузимся в атмосферу красоты и спокойствия старинного буддийского храма в окрестностях Гунсана. К следующему упражнению, подъему бревна, готовятся Мэтт Вонот и Ник Бест. Снаряд, который предстоит поднимать атлетам, весит 140 килограммов. Победителем считается тот, кто сможет поднять снаряд максимальное количество раз. Вонот сделал первый повтор. Есть первый повтор на счету Беста. Мэтт Вонот вырвался вперед. Счет 3-2 в пользу Мэтта Вонота. Счет 4-3. На 1 повтор по-прежнему отстает Ник Бест. Пятый повтор зафиксировал Мэтт Вонот. Четвертый повтор срывается у Ника Беста. Видимо, травма, которую он получил в предыдущем упражнении, не дает ему возможности выступать в полную силу.
Шестой повтор на счету Мэтта Воната, и на этом американец завершает свое выступление. Ник Бест, видимо, не совсем еще оправился после травмы, полученной в прошлом упражнении, и останавливается на 3 повторах. А на площадку выходят Андрюс Муромец и Ван Хатфилд. Задача перед американским и эстонским атлетом стоит та же самая. Бревно весит 140 килограммов, и поднять его нужно максимальное количество раз. Мэтт Вонат показал только что 6 повторов, и понятно, что оба атлета будут стараться сейчас превзойти его результат. Ван Хатфилд находится на 3-м месте в общем зачете, и сейчас у него появляется шанс побороться за 2-е место в подгруппе и за возможность выхода в финал чемпионата мира. Пятый повтор зафиксировал Ван Хатфилд. Оба атлета достигли результата Мэтта Воната. Седьмой повтор зафиксирован у Ван Хатфилда. Эстонский силач показывает тот же результат и, я смотрю, прекращает свое выступление, в то время как Ван Хатфилд выполняет 8-й повтор. Муромец по очкам остается лидером 3-й подгруппы, и дальше поднимать бревно для него не имеет смысла. При счете 8-7 в пользу Ван Хатфилда пара заканчивает свое выступление. Ведущий спрашивает у Андрюса Муромца, почему он прекратил свое выступление. На что эстонец отвечает, что он сделал хороший задел, выполняя предыдущие упражнения, и полученный при подъеме бревна результат его вполне устраивает. По результатам упражнения впереди Ван Хатфилд, на 2-м месте Андрюс Муромец, на 3-м Мэтт Вонат, на 4-м Ник Бест. После 4 упражнений в подгруппе лидируют Андрюс Муромец и Ван Хатфилд. На 3-м месте Ник Бест, на 4-м Мэтт Вонат. Выполнять заключительное упражнение эстафету готовятся Мэтт Вонат и Ник Бест. На первом этапе эстафеты атлетам нужно пройти по 30-метровой дистанции со щитом весом 180 килограммов. Если уже сейчас можно сказать, что Мэтт Вонат не выходит в финал, то для Ника Беста все еще сохраняются шансы занять 2-е место в подгруппе. Собственно, вся борьба за 2-ю путевку в финал развернется в заключительной эстафете между Ником Бестом и Ваном Хатфилдом. И вот уже Ник Бест приступает ко 2-му этапу эстафеты фермерской прогулки. Вес каждого из подхваченных им баллонов 140 килограммов. Пока он спешит к финишу, Мэтт Вонат завершил 1-й этап эстафеты, и теперь ему тоже предстоит пронести 140-килограммовые баллоны по дистанции. Мэтт Вонат признает свое поражение и прекращает борьбу, а Ник Бест финиширует с результатом 42,53 секунды. Завершать это упражнение будет Ван Хатфилд. Вместе с Ваном Хатфилдом в этом упражнении должен был стартовать Андрюс Муромец, но он отказался от выступления, потому что баллов, которые он набрал в предыдущих упражнениях, ему вполне хватает, чтобы пройти отбор в финал. А вот от выступления Ван Хатфилда сейчас зависит действительно много. Если он сможет выполнить упражнение лучше Мэтта Воната, он поделит лидерство в подгруппе с Андрюсом Муромцем. Полдела сделано, и Ван Хатфилд должен теперь приступить ко 2-й части эстафеты.
Тяжела ноша для Ван Хатфилда. Но он улыбается, потому что он обошел уже Мэтта Воната, значит, теперь он 100% получает путевку в финал. На 11 метрах останавливается Ван Хатфилд. Радостно приветствует Ник Бест Ван Хатфилда. Квалификация завершена, и один из них заслуженно проходит отбор в финал. По результатам эстафеты впереди Ник Бест, на втором месте Ван Хатфилд, на третьем Мэтт Вонат, у Андрюса Муромца 0 баллов. После 5 упражнений в финал выходят Андрюс Муромец и Ван Хатфилд. Фамилии еще двух финалистов определены. Это Ван Хатфилд и Андрюс Муромец. Теперь нам предстоит посмотреть квалификацию 4-й подгруппы. В подгруппу вошли южнокореец Сак Йонг, россиянин Игорь Педан, американец Том Макклур и украинец Василий Веростюк. 5 дисциплин предстоит пройти атлетам, после чего определится, кто из них пройдет отбор в финал чемпионата мира. Выполнять первое отборочное упражнение, мертвую тягу, готовится наш Игорь Педан. В паре с ним выступает южнокорейский атлет Сак Йонг. «320 килограммов весит штанга, и нужно поднять ее максимальное количество раз». Вот уже первый повтор засчитан Игорю Педану. А южнокорейский атлет никак не может справиться с таким серьезным весом. В то время как россиянин успел выполнить второй повтор, Сак Йонг безуспешно пытается оторвать штангу от помоста. Третий повтор на счету Игоря Педана. И вот мы видим, как Сак Йонг прекращает выступление, поняв, что перед ним стоит невыполнимая задача. Игорь тем временем берет небольшую паузу. Игорь поинтересовался у судей, осталось ли у него время на еще одну попытку. Время есть, и Игорь готовится к новым повторам. Нет, на 3 повторах завершил свое выступление Игорь, а Сак Йонг не осилил ни одного повтора. Выполнять мертвую тягу готовится американец Том Макклур и украинец Василий Веростюк. Дуэль между атлетами началась. Почти синхронно зафиксировали они по первому повтору. Но американец стремительно вырывается вперед. Веростюк догоняет его, но Макклур не уступает украинцу, и уже 3-й повтор на его счету. «4-3» в пользу Макклура. Американец стал лидером в подгруппе, и теперь с преимуществом в 1 повтор он занял выжидательную позицию. На каждый подъем Веростюка он, видимо, будет отвечать своим повтором. Идет настоящая дуэль. Ну, так и есть. На 4-й повтор Веростюка Том Макклур ответил своим 5-м повтором. Атлеты закончили выступление, где лучший результат сумел показать Макклур. Василий Веростюк поздравляет соперника с заслуженной победой.
По результатам упражнения «Мертвая тяга» впереди Том Маклур, на втором месте Василий Веростюк, на третьем Игорь Педан и в аутсайдерах Сак Йонг. Не смог справиться атлет из Южной Кореи Сак Йонг и со следующим упражнением. И теперь выполнять упражнение «Карусель Конона» выходит Игорь Педан. Вместе с корейскими красавицами, которые сидят на карусели, эта конструкция весит 300 килограммов. Для победы нужно пройти по кругу с драгоценной ношей как можно дальше. Сложность для нашего атлета состоит в том, что Игорь, по сути, выступает первым, и на его результат будут ориентироваться соперники. То есть, как всегда, первый должен выкладываться по полной программе. Первый круг пройден Игорем, но видно, что уже каждый шаг дается ему с большим трудом. 41 метр и 43 сантиметра смог пронести карусель Игорь Педан. Выполнять упражнение «Карусель Конона» готовится Василий Веростюк. Теперь украинскому богатырю предстоит покатать очаровательных корейских девушек на карусели. Я понимаю ваше недоумение от выступления южнокорейского атлета, который явно уступает участникам чемпионата мира в силе. И пока все упражнения ему явно не по плечу. И все же Сак Йонг и другие южнокорейские участники квалификационного отбора – это лучшие атлеты Южной Кореи, отобранные в серии турниров, проводившихся по всей стране. У каждой страны свои силовые ориентиры. А тем временем Веростюк опередил Игоря Педана, пройдя 42 метра 61 сантиметр. Дерек Паунстоун напутствует Тома Маклура перед стартом. Время пошло, и Маклур уверенно начинает свое движение по дистанции. Если он сможет пронести карусель чуть дальше, чем Василий Веростюк, он сохранит свое лидерство в третьей подгруппе. Какая досада! У Маклура упал ремень, и атлет спотыкается об него и обрывает выступление, пройдя 35 метров и 38 сантиметров. По результатам упражнения «Карусель Конона» впереди Василий Веростюк, на втором месте Игорь Педан, а на третьем Том Маклур. После двух упражнений в четвертой подгруппе лидирует Василий Веростюк, на втором месте Том Маклур, на третьем Игорь Педан. К следующему упражнению погрузка мешков готовятся Том Маклур и Сак Йонг. Задача атлетов – погрузить 110-килограммовые мешки на платформу. Мешки отставлены от платформы на 15 метров. Победителем становится тот, кто справится с задачей быстрее других. Американец уже бежит со вторым мешком, в то время как Сак Йонг мучается на старте с первым. Южнокореец отмахивается от мешков и прекращает выступление. А Том Маклур быстро и уверенно грузит третий мешок на платформу.
Тоскливым взглядом следит за действиями Маклура кореец, для которого выйти в финал уже нереально. Последний мешок Маклур загрузил небрежно, и секундомер не останавливается до того момента, пока он не исправил ошибку. Время Тома Маклура 49,81 секунды. К погрузке мешков готовятся Игорь Педан и Василий Веростюк. После двух упражнений в подгруппе лидирует Василий Веростюк. Всего на балл от него отстает Том Маклур и на 2 балла Игорь Педан. Такое расположение сил в подгруппе не дает участникам уверенности прохода в финал. Значит, каждый атлет будет стараться выступить наилучшим образом, чтобы закрепить свое положение в турнирной таблице. Игорь Педан стартовал в хорошем темпе и пока опережает Веростюка. Веростюк пытается перехватить инициативу. Но Игорь не собирается уступать лидерство. Всего один мешок отделяет атлетов от завершения упражнения. Есть. Опередил Игоря Василя Веростюка, и его результат 51,72 секунды. Веростюк отстал от Педана на 4,5 секунды. По результатам упражнения лучшее время показал Том Маклур, на втором месте Игорь Педан, на третьем Веростюк. После третьего упражнения расстановка сил в подгруппе поменялась. Теперь лидирует Том Маклур, а на втором месте Веростюк. Чемпионат мира по силовому экстриму проходит в южнокорейском городе Гумсан. Основа процветания здешних мест – выращивание корня женьшеня. По легенде, именно в этом месте был впервые найден целебный корень жизни, и с давних времен его начали культивировать. Крестьяне знают, что для накопления максимального количества целебных свойств каждый корень должен провести в земле не менее 6 лет. Ежегодно здесь проводятся фестивали и праздники в честь женьшеня. Отсюда он идет на экспорт и в первозданном своем виде, в виде всяческих настоек и вытяжек. Смотрите сами, что могут сделать люди из этого удивительного корня. Южнокореец Сакьонг, приступив к следующему отборочному упражнению, вновь не смог ничем порадовать своих соотечественников. Теперь к подъему блоков готовится Василий Веростюк. Атлетам нужно поднять на вытянутых руках алюминиевые блоки весом 105, 115, 125 и 135 килограммов. Победителем считается тот атлет, который справится с задачей быстрее других. Первый блок в зачете у Веростюка, и он берется поднимать 115 килограммов. По-моему, даже чуть легче дался Василю второй блок. Зафиксирован третий подъем, и теперь на очереди 135-килограммовый снаряд.
자, 일단 힘이 없습니다. 자, 이럴 때 여러분의 응원 필요합니다. 오케이, 다승까지. 오케이, let's go, go! Совсем немного не хватило Веростюку, чтобы осилить последний снаряд, и он завершает выступление, сумев поднять лишь 3 блока. Следующим на площадку выходит Игорь Педан. Игорю хорошо удается это упражнение, и мы можем надеяться, что сейчас он сумеет поправить свое положение в турнирной таблице. Четко зафиксировал 105-килограммовый блок над головой и быстро переходит к следующему снаряду. Поднятый 115 килограммов, и теперь на очереди 125-килограммовый блок. Тут была опасность у Игоря потерять равновесие, но он блестяще справился с задачей. Теперь на очереди 135-килограммовый блок, с которым не смог справиться Василий Веростюк. «135 килограммов побеждены», и время Игоря Педана 58,69 секунды. Михаил Кокляев поздравляет своего товарища с прекрасным выступлением. Завершать подъем блоков будет американский атлет Том Маклур. «105 килограммов преодолены». 115 килограммов зафиксированы на вытянутых руках. Чуть было не выронил третий блок Том Маклур, но быстро исправил ошибку. Подъем зафиксирован, и Том Маклур переходит к 135-килограммовому снаряду. Нет, не справился с задачей Том Маклур, и он останавливает выступление, сумев поднять лишь 3 блока из 4. Игорь единственный смог поднять все 4 блока и лидирует в этом упражнении. Страсти накалились в 4-й подгруппе. После 4 упражнений 3 атлета имеют равные шансы на выход в финал. Сакьонг и Василий Веростюк готовятся выполнять заключительное упражнение – эстафету. Если о выходе в финал для корейца не может быть и речи, то украинский атлет лишь на 1 балл уступает сейчас нашему Игорю Педану. Так что для Веростюка именно это выступление становится решающим.
смог удержать в руках Сакьонг 180-килограммовый щит, и он сходит с дистанции, даже не начав упражнение. А Василий Веростюк, подхватив снаряд, бежит по 30-метровой дистанции быстрее ветра. На втором этапе эстафеты атлетам нужно пронести в обратную сторону баллоны весом 140 килограммов каждый. В исполнении Василия Веростюка фермерская прогулка постепенно превращается в пробежку. На 40-й секунде закончил выступление Веростюк. Для него и для Сакьонга квалификация уже завершена, но кто выйдет в финал, мы с вами сможем узнать только после выступления заключительной пары атлетов. На старте Том Маклур и Игорь Педан. Выронил щит на старте Том Маклур, и теперь у Игоря Педана есть хорошая фора, чтобы спокойно рассчитать силы и пройти всю эстафету без ошибок. Первый этап пройден Игорем, в то время как Том Маклур только начинает упражнение. На середине дистанции Игорь делает остановку. Результат Веростюка ему уже не показать, но если он сможет стать вторым в этом упражнении, сразу у трех атлетов – Маклура, Педана и Веростюка – будет одинаковое количество баллов в общем зачете. И тогда есть надежда на то, что судьи не будут выделять двоих финалистов из подгруппы, а дадут право всем трем участникам выступать в финале. Маклур старается сократить отрыв, но его силы уже тоже на исходе. А Игорь отделяют от финиша всего 1,5 метра. Есть! Игорь закончил выступление, уложившись в 1 минуту 14,37 секунды. Том Маклур был почти на 2 секунды медленнее. Теперь нужно ждать решения судей. Кто из трех претендентов вышел в финал? Судьи не дали право стартовать в финале троим атлетам и определили имена финалистов по количеству побед в ходе квалификации. Это будет Василий Веростюк и Том Маклур. Блестящее выступление Василия Веростюка в эстафете дало ему путевку в финал. Так бывает в спорте, что при одинаковом количестве баллов у нескольких атлетов для определения фаворитов учитываются все результаты, показанные в ходе турнира. И на этот раз такой подсчет оказался не в пользу Игоря. Уже известны имена 8 финалистов чемпионата мира по силовому экстриму. Это Михаил Кокляев, Дерек Паундстоун, Видас Бликайтис, Ярна Хармс, Андрюш Муромец, Ван Хатфилд, Василий Веростюк и Том Маклур. В следующей программе нам предстоит посмотреть квалификацию 5-й и 6-й подгруппы. Определятся фамилии еще 4 финалистов, которые продолжат борьбу в финале за звание самого сильного человека в мире. Национальная лига силового экстрима при поддержке Федерации силового экстрима России и телеканала «Спорт» представляют серию передач «Самый сильный человек». Мы с вами в южнокорейском городе Гумсан. 24 атлета из разных стран приехали сюда на чемпионат мира по силовому экстриму, чтобы побороться за звание самого сильного человека в мире. Сегодня мы завершаем квалификацию и покажем вам, как прошел отбор в 5-й и 6-й подгруппе. В состав 5-й подгруппы вошли Хойген Мин из Южной Кореи, Эрвин Каттона из Сербии, Жидрунос Савискас из Литвы и Этьен Смит из Южной Африки. Только 2 из них пройдут отбор в финал, и кто это будет, мы узнаем прямо сейчас.
первому испытанию тяги автобуса готовится сербский атлет Эрвин Катона. По условиям упражнения атлетам нужно протащить по дистанции в 25 метров 32-тонный автобус. Сложность этого задания состоит в том, что дистанция располагается под небольшим наклоном, и атлетам приходится втягивать 32-тонную махину в горку. Разогнать автобус, задать ему движение по инерции практически невозможно. Уже прошла квалификация 4 подгрупп, и пока выполнить это упражнение до конца смог лишь обладатель феноменального хвата эстонский атлет Андрюс Муромец. А вот уже больше половины дистанции пройдено. Автобус приближается к финишу. Чуть меньше 2 метров отделяют Эрвина Катону от финиша, и он заканчивает выступление, протащив автобус на 23 метра 15 сантиметров. К тяге автобуса готовится приступить звезда южнокорейского силового экстрима Хойген Мин. Силовой экстрим – новый вид спорта для Южной Кореи, и пока что южнокорейским атлетам, которые проходили квалификационные испытания в других подгруппах, не удавалось сдвинуть автобус даже на метр. Посмотрите, Хойген Мин ценой невероятных усилий заставляет автобус двигаться по дистанции. Больше половины дистанции пройдено, но сил у Хойген Мина почти не осталось. Южнокорейский атлет прекращает выступление, показав достойный результат – 16 метров 1 сантиметр. К тяге автобуса готовится приступить литовский атлет Žydrūnas Savickas. Быстро старается работать Савицкас, но автобус движется сравнительно медленно. Вот сейчас Žydrūnas меняет тактику, но, по-моему, из-за чересчур бурного начала он потратил много сил зря. Автобус не достиг еще середины дистанции, а силы Žydrūnasa уже явно на исходе.
Но такое выступление действующего чемпиона мира по силовому экстриму не должно расхолаживать его соперников, потому что даже проиграв в одной дисциплине, этот опытный атлет обязательно сможет отыграть упущенное в других упражнениях. Время закончилось, и Савицкас останавливается на 13 метрах. К тяге автобуса готовится приступить южноафриканский атлет Этьен Смит. Этот атлет хорошо знаком любителям силового экстрима по его выступлениям на чемпионате мира в Исландии. К сожалению, на том чемпионате дальше квалификационного отбора Этьен Смит пройти не смог. И теперь, я полагаю, он настроен на более серьезную борьбу. Выкладывается по полной программе Этьен Смит, но не знаю, как долго он сумеет выдерживать этот темп. Посмотрите, несмотря на невероятные усилия Этьена Смита, многотонная махина откатывается назад. Но Смит не теряет надежды вновь сдвинуть с места 32 тонны. Закончилось, и результат Этьена Смита 14 метров и 2 сантиметра. По результатам тяги автобуса на первом месте Эрвин Катона, на втором Хойген Мин, на третьем Этьен Смит и лишь на четвертом месте Жедрунас Савицкас. Этьен Смит готовится к следующему упражнению – прогулке с коромыслом. Его соперником будет Жедрунас Савицкас. Дан старт, и почти синхронно атлеты начинают упражнения. Вес коромысла 410 килограммов, и с таким грузом атлеты должны пройти 30 метров на скорость. Этьен Смит не выдержал ритма выступления, заданного Жедрунасом Савицкасом, и вынужден остановиться. А Жедрунас, не сбавляя темпа, буквально бежит к финишу. 24,61 секунды – время литовского атлета, и я не думаю, что кто-нибудь в подгруппе сумеет повторить этот результат. Вес коромысла для атлета из Южной Африки оказался почти неподъемным, но он не сходит с дистанции и продолжает борьбу. Последний рывок, и время Этьена Смита 1 минута 1,78 секунды. Следующими будут выступать атлеты из Сербии Эрвин Катона и южнокорейский спортсмен Хойген Мин.
предыдущем упражнении южнокорейский атлет выступил очень неплохо. Посмотрим, что он сможет показать на этот раз. Звучит свисток арбитра, и Эрвин Катона начинает упражнение, в то время как Хой Ген Мин прочно застрял на старте. Шаг за шагом Катона приближается к финишу. Результат сербского атлета 32,53 секунды, а его соперник геройски сдвинул коромысло на 2 метра. По результатам упражнения коромысла впереди Жидрунас Савискас, на втором месте Эрвин Катона, на третьем Этьен Смит. После двух упражнений лидирует Эрвин Катона, на втором месте Жидрунас Савискас, третье и четвертое делят Этьен Смит и Хой Ген Мин. К очередному упражнению готовятся Этьен Смит и Хой Ген Мин. Аутсайдеры подгруппы первыми должны погрузить на платформу по 4 мешка весом в 110 килограммов. Упражнение делается на время. Этьен Смит уверенно начинает выступление. Есть уже первый мешок, а Хой Ген Мин наконец-таки смог поднять первый снаряд. Уже второй мешок погрузил на платформу Этьен Смит. К чести же Хой Ген Мина нужно сказать, что он смог поднести мешок к подножию платформы, в то время как другие южнокорейские атлеты не смогли сделать и этого. Третий мешок только что заложил Этьен Смит, и теперь ему осталось справиться с последним снарядом. — 57,50 секунды результат южноафриканского атлета. В отчаянии Хой Ген Мин прекращает выступление. К погрузке мешков готовятся Жидрунас Савискас и Эрвин Катона. Следя за выступлением предыдущей пары, не сказал, что 110-килограммовые мешки отставлены от платформы на 15 метров. Именно это расстояние раз за разом должны преодолевать атлеты перед погрузкой 110-килограммовых снарядов. Савискас чуть впереди, но преимущество его, как видим, совсем минимальное. Оба спортсмена равняются сейчас на результат Этьена Смита. То есть для победы в этой дисциплине им нужно справиться с заданием быстрее, чем за 57 секунд. Оба атлета одновременно подхватили по третьему мешку. Савискас был чуть быстрее, но он неправильно поставил мешок, и секундомер не был остановлен. В результате его сопернику засчитано лучшее время. По результатам этого упражнения впереди Эрвин Катона, на втором месте Жидрунас Савискас, на третьем Этьен Смит. После трех упражнений впереди Эрвин Катона, на втором месте Жидрунас Савискас, на третьем Этьен Смит, а Хой Ген Мин на четвертом месте. Пока атлеты переводят дух после трех сложнейших упражнений, давайте полюбуемся на южнокорейскую экзотику. Это смена почетного караула рядом с императорским дворцом в Сеуле. Когда еще увидишь столь красочный, отточенный веками обряд?
На турнире тем временем к следующему упражнению готовятся Хой Ген Мин и Этьен Смит. За отведенное время атлетам предстоит поднять максимальное количество раз Аполлон-Аксель весом 155 килограммов. Рекорд мира в этой дисциплине принадлежит Жедрунусу Савицкасу, но он будет стартовать в следующей паре. А пока Этьен Смит опережает своего южнокорейского соперника. Смит зафиксировал уже второй повтор. Сложность этого упражнения заключается и в ширине грифа, и в конструкции снаряда, ну и, естественно, в весе. Пытается Хой Ген Мин справиться с подъемом снаряда, но все усилия его напрасны. Этьен Смит собирается с силами после неудачного подъема, а Хой Ген Мин пытается продолжать борьбу. Отдадим должное упорству южнокорейского атлета. Этьен Смит после очередной неудачи прекращает выступление на 2 подъемах снаряда. Счет 2-0 в пользу Этьена Смита, и нет никаких сомнений, что следующая пара легко превзойдет этот результат. На площадку выходят Жедрунус Савицкас и его соперник Эрвин Катона. Оба атлета являются фаворитами подгруппы. Я полагаю, что основная борьба между ними развернется после 3 повторов, которые каждый из них, несомненно, сможет сделать. А дальше Жедрунус, скорее всего, выберет выжидательную тактику. Он будет смотреть, как идут дела у Катоны, и выполнять ровно на 1 повтор больше. Не засчитал судья 1 повтор Жедрунусу Савицкасу, но тем не менее верный своей тактике литовец стремится вырваться вперед на 1 повтор. Катона прекращает борьбу, и Жедрунус Савицкас ставит точку в этом упражнении, подняв Аполлон-Аксель еще 1 раз. 5 повторов на счету литовского атлета. Судья говорит, что можно продолжать. Посмотрите, с каким лукавым видом Савицкас ожидает, когда истечет время. По регламенту отпущенное на это упражнение. Он победил и не собирается зря тратить силы. По результатам упражнения Аполлон-Аксель впереди Жедрунус Савицкас, на 2-м месте Эрвин Катона, на 3-м Этьен Смит. После 4 упражнений впереди Эрвин Катона, на 2-м месте Жедрунус Савицкас, на 3-м Этьен Смит. Выполнять последнее упражнение, эстафету, готовятся Этьен Смит и Хой Ген Мин. Разрыв между аутсайдерами и лидерами в 5-й подгруппе настолько велик, что при любом повороте событий ни Хой Ген Мин, ни Этьен Смит в финал уже выйти не смогут. Попытка южнокорейского атлета поднять 180-килограммовый щит так ни к чему и не приводит. Пока длятся мучения Хой Ген Мина, Этьен Смит проходит уже больше половины 30-метровой дистанции и приближается к финишу. Первая часть эстафеты завершена.
Кореец уронил щит с подставки и совершенно подавлен. Этьен Смит теперь приступает ко второй части эстафеты. 2 баллона по 140 килограммов. Ему нужно пронести по 30-метровой дистанции. Зная, что путь в финал для него закрыт, Этьен Смит решил честно выполнить упражнение до конца. Где-то в 5 метрах от финиша остановился Этьен Смит. Неужели все? Одна минута 16,62 секунды и результат Этьена Смита. Выполнять эстафету готовятся Эрвин Катона и Žydrūnas Savickas. Дан старт. Žydrūnas подхватывает 180 килограммов и начинает набирать скорость. Эрвин Катона бросает щит у самого старта, великодушно уступая первенство литовскому силачу. Žydrūnas, не видя, что происходит у него за спиной, на всех парах приближается к финишу. И теперь Savickas в раздумье, выполнять ему фермерскую прогулку или остановить выступление. Прошел несколько метров престижа Žydrūnas, показав соперникам, что в принципе запросто мог бы пройти всю дистанцию до конца, и триумфатором покидает площадку. По результатам эстафеты впереди Этьен Смит, на втором месте Žydrūnas Savickas, на третьем Эрвин Катона. После 5 упражнений в финал из 5-й подгруппы выходят Эрвин Катона и Žydrūnas Savickas. Ведущий Магнус Фер Магнуссон поздравляет сербского атлета с выходом в финал и спрашивает, почему во время эстафеты он бросил щит. Эрвин Катона благодарит ведущего за поздравление и говорит, что собирался пройти эстафету от начала до конца, но у него в глазах потемнело, и щит пришлось бросить. Под конец уже не осталось адреналина на выступление. Но он очень доволен, потому что хорошо прошел первые 4 упражнения квалификации и очень счастлив, что выступил достойно. Ведущий поздравляет Žydrūnasa Savickas с победой и спрашивает о том, как сложится для него борьба в финале. Что он думает об этом? На что Žydrūnas, поблагодарив ведущего за поздравление, отвечает, что впереди будет еще много интересного. Ведь все, кто вышел в финал, это настоящие бойцы, и каждый из них сейчас в очень хорошей форме и настроен на победу. Итак, определились имена еще 2 финалистов. 10 человек уже вышли в финал чемпионата мира в Южной Корее. К ним должны прибавиться еще 2 атлетов из последней 6-й подгруппы. Прямо сейчас я представлю вам участников. В 6-ю подгруппу вошли южнокореец Бум Сухан, польский атлет Роберт Щепанский, литовец Saulius Брусокас и атлет из США Travis Altmaier. Судья Даглас Эдмундсон приглашает на стартовую линию Трэвиса Алтмайера. Он будет первым тянуть автобус. Американец Трэвис Алтмайер, выступая на прошлом чемпионате мира в Исландии, смог пройти отбор в финал,
но в итоге занял лишь 10-е место в общем зачете. Понятно, что здесь, в Южной Корее, он рассчитывает на больше. Рьяно взялся за дело Трэвис Отмайер, но, несмотря на все его титанические усилия, автобус едва дошел до середины дистанции. Слишком суетливо работает американский атлет, повторяя ошибку Жедруна Савицкаса в этом упражнении. Почти все силы растратил Трэвис Отмайер, и автобус застыл без движения. Никак не может отдышаться Трэвис, и, как я понимаю, американец сейчас прекратит выступление. Время закончилось, и лишь на 13 метров 65 сантиметров сумел Трэвис Отмайер протащить автобус по дистанции. Теперь к тяге автобуса готовится Саулюс Брусокас. На чемпионате мира в Исландии Саулюс Брусокас занял 11-е место среди сильнейших людей планеты. Ему 38 лет, возраст для занятий силовым экстримом довольно солидный. Звучит судейский свисток, и мощными рывками Брусокас начинает подтягивать к себе 32-тонный автобус. А вот уже больше половины дистанции пройдено. Назад покатился автобус и застыл. По ходу квалификации мы с вами видели, что если автобус застревал на середине дистанции, стащить его оттуда не удавалось никому. Все, что сумел показать Саулюс Брусокас, это 10 метров 26 сантиметров. К тяге автобуса готовится поляк Роберт Щепанский. Из всех атлетов, кто выступал на нынешнем чемпионате в этой дисциплине, протянуть автобус по всей длине дистанции, то есть на 25 метров, сумел лишь эстонский атлет Андрюс Муренс. Посмотрим, как справится с поставленной перед ним задачей Роберт Щепанский. Размеренными длинными рывками польский атлет подтягивает автобус к себе. Возможно, что ему удастся показать лучший результат, чем у соперников по его подгруппе, потому что он применяет более правильную технику. Автобус только что миновал ту мертвую точку, с которой его сложно вновь привести в движение. Нет. Замерли 32 тонны на середине дистанции. И никакими силами их оттуда уже не стащить.
Роберт Щепанский останавливается на 14 метрах 45 сантиметрах. И пока это лучший результат в подгруппе. Очень тяжелое упражнение. Последний из атлетов, южнокореец Бум Су Хан, протянул автобус лишь на 7 метров 15 сантиметров. По результатам тяги автобуса впереди Роберт Щепанский, на втором месте Трэвис Артмайер, на третьем Саулюс Брусокос, на четвертом Бум Су Хан. К следующему упражнению готовятся Бум Су Хан и Саулюс Брусокос. Доктор Даглас Эдмундсон, главный рефери турнира, подал сигнал, и атлеты приступили к испытанию. Вес снаряда 320 килограммов. Победителем считается тот, кто поднимет снаряд максимальное количество раз. Вот уже Саулюс Брусокос фиксирует свой второй повтор, а в это время Бум Су Хан, колдуя над штангой, так и не может оторвать ее от помоста. Не получился третий повтор у литовского атлета. Его южнокорейский соперник делает паузу. Оба решили собраться с силой. Упражнение делается на время. Учитывая последние места, которые Брусокос и Бум Су Хан занимают в турнирной таблице, я думаю, слишком затягивать перерыв им ни к чему. Оба атлета прекращают выступление. Счет 2-0 в пользу Саулюса Брусокоса. Мертвую тягу готовятся выполнять Роберт Щепанский и Трэвис Артмайер. Для того, чтобы подтвердить свое лидерство в подгруппе, обоим атлетам нужно превзойти результат, который только что показал Саулюс Брусокос. То есть каждому из них нужно сделать как минимум по 3 повтора. Третий повтор зафиксировал Роберт Щепанский, и его догоняет Трэвис Артмайер. Польский атлет ведет при счете 4-3. Оба силача, подтвердив свое лидерство, берут паузу. Насколько я понимаю, Щепанский будет придерживаться той же тактики, которую использовал Джидрунас Савицкас. На каждый повтор американца он будет делать свой повтор. Сорвался четвертый повтор у Трэвиса Артмайера, и на этом выступление прекращается. По результатам упражнения лучший результат показал Роберт Щепанский, на втором месте Трэвис Артмайер, на третьем Саулюс Брусокос. После 2 упражнений впереди Роберт Щепанский, на втором месте Трэвис Артмайер, на третьем Саулюс Брусокос. Всего 9 метров смог пронести карусель Конана Бум Су Хан. Теперь к упражнению готовится Саулюс Брусокос.
Задача атлета – пронести как можно дальше конструкцию весом в 300 килограммов. Конечно, 9 метров, на которые смог пронести снаряд Бум Сухан – это лучший результат среди южнокорейских участников отборочных соревнований. Но Саулюсу Брусокосу не нужно ориентироваться на этот результат, если он заинтересован пройти отбор в финал. Словно секундная стрелка вращается гриф карусели. Два круга описал Саулюс Брусокос, и, по-моему, это лучший результат квалификации всех подгрупп. 67 метров 62 сантиметра. Отличный результат. А на старте мы видим уже Трэвиса Отмайера. «300 килограммов подняты на локтевом сгибе», и быстрыми шагами американский атлет начинает описывать первый круг. Начинается движение по второму кругу. Видно, что силы американца уже на исходе. И пройдя всего 46 метров 47 сантиметров, Трэвис Отмайер прекращает свое выступление. Последним карусель Конона будет вращать опытный польский атлет Роберт Щепанский. Для того, чтобы подтвердить свое лидерство в подгруппе, у Щепанского есть два пути. Либо попытаться показать результат чуть больше, чем у Саулюса Брусокоса, либо превзойти результат Трэвиса Отмайера и оставить за собой вторую ступень турнирной таблицы в этом упражнении. Конечный результат покажет, какую тактику выбрал польский силач. Пройдя на 2 метра больше Трэвиса Отмайера и уступив Саулюсу Брусокосу, Роберт Щепанский завершает упражнение. По результатам упражнения впереди Саулюс Брусокос, на втором месте Роберт Щепанский, на третьем Трэвис Отмайер. После 3 упражнений впереди Роберт Щепанский. Второе и третье место делят Трэвис Отмайер и Саулюс Брусокос. Отвлечемся немного от переживаний и страстей турнирной борьбы и совершим короткую прогулку среди построек Императорского дворца в Сеуле. Дворец был построен по воле корейского короля Тхэджо в 1394 году и назван Дворцом лучезарного счастья. В дворцовый ансамбль входило более 5000 построек, но в 1592 году во время японского нашествия все здесь погибло в огне. В 1865 году комплекс был восстановлен по приказу регента Тэйвон-гуна, и с этого момента дворец остается главной жемчужиной Сеула. Мы возвращаемся на турнир, где с очередным заданием не справился Бум Сухан. Поднимать блоки следующим будет американский атлет Трэвис Отмайер.
Для победы в этом упражнении атлетам нужно поднять и зафиксировать на вытянутых руках над головой максимальное количество раз алюминиевый блок весом 115 килограмм. Каждый раз подъем совершается в полной амплитуде, то есть после фиксации снаряда над головой его нужно бросить на землю и затем вновь приступать к подъему. Второй повтор засчитывает судья Тревису Атмайеру, и он готовится к новой попытке. У Тревиса и Саулюса Брусокаса сейчас одинаковое количество баллов в общем зачете. И именно между ними развернется основная борьба в этом упражнении. Тревис находится не в самом выгодном положении, потому что он выступает перед своими соперниками, а значит, им будет известен его результат. Только что мы видели четвертый повтор Тревиса Атмайера, и начинается новая попытка. После неудачи Тревис, узнав от судьи, что время вышло, заканчивает свое выступление на 4 повторах. Лишь 2 повтора сделал лидер подгруппы Роберт Щепанский. К подъему блоков готовится Саулюс Брусокас. Для выхода в финал ему нужно сделать 5 повторов. Мы только что видели фрагмент выступления Роберта Щепанского, который остановился на 2 повторах, но польского атлета можно понять. Подъем блоков упражнение сложное, и Роберт решил не тратить силы, потому что и так является лидером своей подгруппы и уверен в своем выходе в финал. А вот судьба второй путевки зависит сейчас от выступления Саулюса Брусокаса. Его основной соперник Тревис Атмайер 4 раза поднял над головой алюминиевый блок. Соответственно, литовскому атлету нужно сделать 5 повторов, и в этом случае он может рассчитывать на выход в финал. Вот уже доктор Даглас Эдмонсон засчитал ему 3-й повтор. Впервые это упражнение было испробовано на чемпионате мира по силовому экстриму в Исландии. И с тех пор его неизменно вставляют в программу различных соревнований. 4-й повтор зафиксировал Брусокас и не намерен останавливаться на достигнутом. Засчитана попытка или нет? И есть 5-й повтор в копилке литовского атлета. И с этим результатом Саулюс Брусокас побеждает в этом упражнении. Лучшим в этом упражнении был Саулюс Брусокас, на 2-м месте Тревис Атмайер, на 3-м Роберт Щепанский. После 4 упражнений впереди Роберт Щепанский, на 2-м месте Саулюс Брусокас, на 3-м Тревис Атмайер, на 4-м Бумсу Хан. К заключительному упражнению погрузки мешков готовятся Бумсу Хан и Тревис Атмайер. Всего 1 балл уступает Тревис Атмайер атлету из Литвы Саулюсу Брусокасу. И сейчас от того, как оба атлета выступят в этом упражнении, зависит их выход в финал. Что же касается аутсайдера подгруппы Бумсу Хана, то справится ли он со 110-килограммовыми мешками или нет, уже не играет роли. Заминка Тревиса Атмайера с 3-м мешком на старте вполне может стать для него роковой. Потеряны драгоценные секунды, но не потеряна воля к победе. 3-й мешок засчитан американскому атлету, а Бумсу Хан прекратил выступление.
Последний 15-метровый отрезок преодолевает Трэвис Артмайер. Он сделал все, что мог, уложившись в 50,25 секунды. Роберт Щепанский и Саулюс Брусокас готовятся к последнему отборочному упражнению. У Роберта Щепанского есть небольшое преимущество в баллах в общем зачете, и поэтому он себя чувствует более спокойно, чем Саулюс Брусокас. Литовский атлет должен успеть справиться с мешками быстрее, чем за 50,25 секунды. Именно такую планку только что задал Брусокасу его главный соперник Трэвис Артмайер. Вот уже третий мешок мы видим в руках литовского силача. А Роберт Щепанский не очень спешит, так как его вполне устраивает даже третий результат в этом упражнении. Именно эти мгновения решают судьбу литовского и американского атлетов. 44,68 секунды результат Брусокаса. Щепанский прекращает выступление, а радости литовского атлета нет предела. Брусокаса поздравляет его товарищ Видас Бликайтис. На вопрос ведущего, готов ли он победить в финале самого Žydrūnas Savickas, Брусокас говорит, что это равносильно фантастике. По результатам упражнения впереди Саулюс Брусокас, на втором месте Трэвис Артмайер, на третьем Роберт Щепанский. После 5 упражнений в 6-й подгруппе выходят в финал Саулюс Брусокас и Роберт Щепанский. Итак, определилась последняя пара финалистов. Вместе с ними борьбу продолжат атлеты из Эстонии, Голландии, Украины, Соединенных Штатов Америки, Литвы, Сербии и, конечно же, России. Мы покажем вам все ключевые моменты финальных выступлений на чемпионате мира по силовому экстриму в Южной Корее. Не пропустите это незабываемое зрелище.